Салют! Сегодня у нас в обзоре двухместная шведская палатка Fjällräven, модель Abisko Dom. На официальном сайте написано, что это 4-сезонная палатка для трекинга. Сегодня я попробую разобраться, так ли это, а также покажу все фишки и особенности этой модели. В комплект поставки входит чехол, 3 алюминиевые дуги, 20 стальных колышков, тент черного цвета и внутренняя палатка зеленого цвета. Сейчас я покажу вам, как собирается палатка. Сборка палатки в условиях приближенных к настоящему. Яху! Все, внешний тент поставлен. С одной стороны дуга упирается в такой вот пластмассовый стопор. У стопора есть 2 позиции, ближе к тенту и дальше к тенту. Также у стопора есть такое вот колечко для колышка. Сам колышек стальной выглядит вот так. У каждого колышка тоже есть такая веревочка, которая пришита здесь для удобства последующего доставания колышка из земли. В принципе, можно доставать колышек, потом цепляя вот за вот этот вот выступ, поэтому я бы все веревочки снял в целях экономии веса. С другой стороны, дуги приходят в такой вот укрепленный карман. Это очень удобно, когда палатку устанавливает один человек. Также здесь тоже есть петелечка для колышка. С той стороны, где дуга приходит в пластмассовый стопор, имеется натяжитель тента. С двух сторон палатки присутствуют вентиляционные окна. Здесь нет подпорок, и окно натягивается оттяжкой. Также здесь присутствует такой небольшой пластиковый сжимарчик, которым можно увеличить натяжение оттяжки. Также на тех сторонах, где есть вентиляционные окна, есть еще одни дополнительные точки для крепления колышка. Если в вашей палатке не хватает свежего воздуха, то можно открыть вентиляционные окна. У каждого ребра палатки есть оттяжка с таким вот пластмассовым сжимарчиком, которым очень легко можно натянуть оттяжку. Так выглядит потолок палатки. Имеется 2 треугольных вентиляционных окна из сетки. 3 дуги пересекаются в центре, и карманы, в которых они вставляются, имеют цветовую маркировку. Вот так вентиляционные окна выглядят изнутри. Сейчас оба окна открыты. Если вам нужно закрыть окно, то при помощи вот этих 2 молний окно можно закрыть. Чтобы влага не попадала в палатку через вентиляционные окна, в конструкции предусмотрен потолок. Потолок крепится 6 точками к 6 сторонам палатки. Предусмотрены такие вот специальные колечки, в которых продевается штырек. Вот эта веревочка здесь привязана для облегчения попадания штырька в колечко. Я считаю, что когда потолок устанавливается, это имеет место быть. Но если вам вдруг надо снимать потолок, то, на мой взгляд, эти веревочки несколько мешают. В целях экономии веса я бы их отсюда снял. Также с каждой стороны предусмотрена возможность натяжения потолка. Если к вам кто-то ночью пришел в гости, и вы не хотите сразу его впускать, а хотите посмотреть, кто это, то специально для таких случаев на молнии есть 2-й бегунок, который открывается сверху. И если гость вам не понравился, то вы с каменным лицом всегда можете закрыть палатку
и лечь спать дальше. Молнии в палатке сделаны японской фирмой UKK. Бегунки молнии имеют такие вот лепестки для удобства открывания в перчатках. Для открытого клапана есть удобная фиксация. Настало время установить внутреннюю палатку. Точки крепления внутренней палатки к тенту очень продуманы. Здесь не просто штырек, который, конечно же, должен вставляться в колечко. Здесь вот такая резиночка, которая сначала пропускается в колечко. И потом уже эта резиночка цепляется за штырек. Благодаря тому, что палатка имеет 3 дуги, у нее отличная ветроустойчивость. И за счет этой оригинальной конструкции у нее огромные тамбуры и хорошая вентиляция. Также все 3 дуги взаимозаменяемые. И если у вас сломалась одна из несущих дуг палатки, то вы можете ее заменить на ту дугу, которая поддерживает тамбур. Получается, что самое худшее, что может с вами приключиться в походе, это обвисший тамбур. Верхний тент и внутренняя палатка сделаны из полиамидной ткани. Водонепроницаемость дна палатки 6000 мм водного столба. Верхняя часть палатки обработана пропиткой ДВР. Сейчас я соберу палатку обратно в чехол. После того, как вы однажды повесили на палатку потолок и прицепили к тенту внутреннюю палатку, вам это все снимать не обязательно. В следующей установке палатки вам это существенно сэкономит время. Просто вот так вот элегантно запихиваете палатку обратно в чехол. Чехол очень удобный. Тут вот, кстати, есть на клапане чехла небольшая инструкция по установке. Затягиваем клапан, затягиваем еще раз, вкладываем дуги. Опа. Я лично обычно кладу мешочек с колышками туда же, где лежат дуги. К слову, еще одна фишечка Fjallraven, чтобы мешок с палками у вас не потерялся, здесь предусмотрен такой вот небольшой пластиковый карабинчик. Оп, сделано в Швеции. Кипаса. Выводы. Палатка Fjallraven Abisko Dom. Это отличная палатка с продуманной конструкцией, хорошей ветроустойчивостью и прекрасной вентиляцией. За счет оригинальной конструкции эта палатка обладает огромной для 2 человек полезной площадью. Но есть 2 существенных минуса. Минус первый – это цена. На сайте производителя модель стоит 900 евро. Мне кажется, это немного многовато для двухместной палатки, которая даже не сможет забрать ваших детей из детского сада. Моя хорошая знакомая, которая одолжила мне эту палатку на тест-драйв, выцепила ее на скидках за примерно половину стоимости. Я считаю, что 450 евро для этой палатки уже более приемлемая цена. Минус второй – это вес. Опять-таки на сайте производителя сказано, что палатка весит 3 килограмма 160 грамм. Но это не так. В полной комплектации палатка весит 3 килограмма 600 грамм. То есть практически на полкилограмма больше. Конечно, можно существенно облегчить заводской комплект палатки. Но если выкинуть и не использовать то, что они туда положили, вопрос цены встает еще более остро. На этом у меня все. Это был обзор палатки Fjallraven, модель Abisko Dom. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если хотите, чтобы вещи Fjallraven стоили более или менее адекватных денег. Пока.